Срочное совещание и обращение генералов к Путину. Кремль внезапно провел встречу. Зеленскому и Западу поставлен ультиматум накануне переговоров с Трампом. Что сказал Путин, появившись вновь в военной форме? Россия атакована, ВСУ отправляют ответ Москве. Взрывы в 10 регионах, немедленная посадка самолетов и план «Ковер». Зеленский наезжает на Запад по пути в Вашингтон. Встреча не на желтых стульях в овальном кабинете, а на курорте и уже через несколько часов. Кто боится непредсказуемости Трампа и есть ли право на ошибку? Путина просят завершить войну. Детали прослушки Кремля. Разведка раскрывает подробности. Сербы берутся за оружие, латвийцы за оборону. Заливают болото и роют рвы. НАТО отправляет танки к границе РФ. На Берлин Германия принимает молодых украинцев. Заявление о первых тревожных сигналах. Что не так? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка. Друзья, прямо сейчас нажмите, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Сербы берутся за оружие. Белград готовится к самому худшему сценарию, и чтобы страну не застали врасплох, надо быть бдительными и сильными, заявил президент Вучич на церемонии закладки нового городка Минобороны. По его словам, военный комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров построят в Белграде уже к концу 2028 года. В этот проект вложены очень большие средства, отметил Вучич, и добавил, в будущем именно здесь будут приниматься важнейшие решения. А еще Белград экстренно наращивает запасы дронов «Камикадзе» и в конце марта 2026 года запускает масштабный завод по производству высокотехнологичных БПЛА. Столь спешное решение, по его словам, связано с глобальной геополитической напряженностью, в том числе с российско-украинской войной и возможным противостоянием между Россией и Европой. Мы будем охранять мир, а мир охраняется нашей силой. Мир мы сможем сохранить, только если наша армия и система обороны станут еще сильнее. Поэтому мы продолжим мощно вооружаться и строить отечественную военную промышленность. Я верю, что скоро мы сможем похвалиться многослойной противовоздушной обороной с новыми средствами. Такой, по своей многослойности и мощи, какую имеет мало какая страна в Европе. Латвия начала заливать болото и роет рвы. Граница с Россией превращается в линию обороны. Французская «Ле Фигаро» пишет: Рига приступила к восстановлению болот на границе с Россией и Беларусью, чтобы техника России на случай войны погрязла в трясине. Осушенные земли снова затапливают, параллельно выкапывая противотанковые рвы и выставляя зубы дракона, чешские ежи и бетонные блоки. Это часть Балтийской линии обороны, о строительстве которой Рига, Вильнюс и Таллин объявили в январе 2024 года. Латвия вложит 300 миллионов евро, чтобы к 2028 году укрепить все 400 километров восточной границы. Армии даже разрешили строить укрепления на частных землях, не дожидаясь судов. НАТО тем временем отправляет танки Альянса все ближе к границе РФ. Например, совсем недавно были проведены учения в городе Балве, который близок к российскому кордону. Ле Фигаро со ссылкой на официальных лиц Латвии пишет: если война между НАТО и Россией вспыхнет, то на первую линию вместе с латвийской армией выйдет многонациональная бригада под канадским командованием. Когда 4 года назад российские танки двинулись по дороге на Киев, латвийский народ сначала охватил большой страх, признает президент Ринкевичс. С тех пор мы научились жить с гибридной войной, которую навязывают нам наши соседи. Очевидно, что долгая эра спокойствия, наступившая после Холодной войны, теперь закончилась. Но я уверен, что наша страна на этот раз окажется по правильную сторону железного занавеса. Не на желтых стульях у камина с золотом и в овальном кабинете, а на курорте Палм-Бич в Мар-а-Лаго. Конечная точка Зеленского. Уже через несколько часов он встретится с Трампом для обсуждения мира и завершения войны. Внимание западной прессы приковано к тому, чем закончится этот диалог. Американские официальные лица заявили, что надеются на продуктивность встречи после недели интенсивных переговоров между представителями США и Украины. При этом европейцы остались за бортом. Трамп встречает только одного человека, пишет CNN. По словам американских и европейских официальных лиц, на встрече не ожидается присутствия европейских лидеров. Однако председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится в субботу к телефонному разговору с Зеленским, Трампом и другими европейскими лидерами, сообщил Рейтер, представитель Еврокомиссии. За сутки до этого визита Трамп дал понять, без его одобрения Украина ничего не получит, но обещает, что встреча пройдет хорошо и допускает скорый разговор с Путиным. Зеленский же повторяет, Украине необходимо быть сильной за столом переговоров, а для этого нужна поддержка мира, Европы и США. Киев наезжает на Запад. По пути в Америку Зеленский говорит о недостаточной поддержке. Предлагаю послушать.
А это означает, ПВО недостаточно, оружия недостаточно, денег, слава богу, сейчас есть европейские решения, но, честно говоря, постоянно существует дефицит денег. Я никого не обвиняю. Я просто хочу сказать, что в этой войне, в войне России против Украины, мы хотим мира, а Россия демонстрирует желание продолжать войну. И если весь мир, Европа и Америка будет на нашей стороне, мы все вместе остановим Путина. В прессе уже появляются сообщения, что воскресная встреча, которая начнется в 22 по Киеву или же в 23 по Москве, в Палм-Бич — это едва ли не конец войны. На столе переговоров будет новый обновленный план. BBC при этом пишет, что этот план радикально отличается от того, который Россия обсуждает с США, и он вряд ли понравится Москве. Россия вряд ли согласится с рядом пунктов в обновленном американском плане, особенно с его территориальными предложениями. Представительница МИД Мария Захарова обвинила группы государств, прежде всего западноевропейских, в попытках сорвать достигнутый дипломатический прогресс. Зеленский несколько раз встречался с Трампом в этом году после того, как первоначальная встреча в Белом доме в феврале переросла в враждебный крик. Их самая недавняя встреча в Белом доме в октябре была более дружелюбной, напоминает CNN. При этом европейцы боятся непредсказуемости, в частности, из-за поведения американского президента. По словам европейских чиновников, украинская сторона на протяжении месяцев добивалась встречи Зеленского с Трампом. Европейцы ожидают позитивного исхода встречи, поскольку характеризуют текущую динамику отношений между США и Украиной как продуктивную. При этом они признают, что результат любой встречи с Трампом трудно предсказать. С Трампом не бывает сценариев с низким риском, заявил один из чиновников НАТО. Финализация 20-пунктного плана США и Украины, гарантии безопасности, будущее Запорожской АЭС и не только. Это те вопросы, которые должны быть подняты на встрече с Трампом, уже уточняет Вашингтон-Пост. Издание напоминает, Украина готова к отводу войск, но если на такой отвод войск согласится и Россия. Однако на этой неделе Зеленский допустил возможность обсуждения демилитаризованной зоны, которую США рассматривают как свободную экономическую зону. При этом он выразил ряд опасений по поводу этого плана и заявил, что Украина выведет свои войска только в том случае, если Россия сделает то же самое. В недавнем разговоре с бизнесменами Путин, по данным газеты «Коммерсант», заявил, что по-прежнему настаивает на передаче России всего региона Донбасса. Зеленский не должен допустить ни одной ошибки в общении с Трампом, пишет уже о предстоящей встрече Бильд. В материале говорится, что Киев и Вашингтон сейчас имеют хорошо согласованный 20-пунктный план, а последние разговоры Зеленского с Уиткофом и Кушнером прошли лучше, чем раньше. Кроме того, аналитики, опрошенные изданием, считают, что встреча не может быть пустой или же сорванной. К тому же выбор места не овальный кабинет, а Мар-а-Лаго меняет характер разговора. Эксперт по безопасности Петр Нойман, однако, сомневается, что на запланированной встрече произойдет прорыв, который был бы в интересах Украины. Проблема, по его мнению, заключается в том, что Трамп не воспринимает президента Украины как равного себе. Нойман в комментарии для Бильд: «Для него Украина – это досадное препятствие на пути к нормализации отношений с Россией, что является истинной геополитической целью Трампа». Россия атакована в ответ. ВСУ наносят удар. 250 дронов над городами РФ. Вторая половина субботы 27 декабря в режиме повышенной готовности. Под атакой 8 регионов страны. Брянская, Калужская, Курская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Орловская области, а также Московский регион. План «Ковер» и немедленная посадка самолетов. В Минобороны РФ отчитываются: все цели сбиты. На этом фоне, а также фоне предстоящих переговоров Зеленского и Трампа, Кремль срочно созывает совещание. Вечером в субботу военные обращаются к Путину. Россия заявляет о взятии под свой контроль Мирнограда или же Димитрова, а также Гуляйполя и еще ряда населенных пунктов. РФ дает понять, наступление продолжится. Товарищ Верховный Главнокомандующий, выполнение задач по освобождению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей, соединение воинскими частями объединенной группировки будет продолжено, доклад закончен. Сам Путин внезапно обращается к Западу и Зеленскому. Москва ставит ультиматум Киеву. Кремль обвиняет Банковую в нежелании завершать войну. Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем.
Зеленский же, находясь на пути в США с остановкой в Канаде, заявляет, что это Путин не хочет мира, называя его человеком войны. Отмечу также, что украинский генштаб уже отреагировал на заявление российских генералов о потере Украины городов и сел, назвав эту информацию фейком и сообщениями, которые не подтверждаются фактами. Украинские генералы пишут, что бои в Гуляйполе и Мирнограде продолжаются, а Купянск под контролем Украины. В то же время глава украинской разведки Буданов, который буквально месяц назад после публикации в прессе стенограмм разговоров между представителями США и России уверял, что Киев прослушивает Кремль, заявил, что Путина просят завершить войну, и делает это близкое окружение. А сейчас есть ли в окружении Путина какие-то люди, которые говорят, что это нужно завершать? Очень много. Причем их стало значительно больше, чем раньше. Серьезно? Да. Несмотря даже на продвижение на фронте. Но какая цена этого продвижения? Вы вообще представляете себе, сколько примерно стоит один день войны? Это же дорого даже по меркам России, которая на войну ничего не жалеет. Деньги, деньги и еще раз деньги. На финальной стадии переговоров о мире в Украине вновь полыхает скандал. Коррупция в партии Зеленского, в «Слуге народа», преступная схема. Уже названы имена и фамилии тех, кто систематически получал вознаграждение за правильное голосование в Верховной Раде. Антикоррупционные органы заявляют, есть доказательства. «Зеркало недели» пишет, что подозрения получили депутаты Пивоваров, Негулевский и Кисель. Офис последнего, сказано в публикации, прослушивала НАБУ. Именно там слуги получали свои конверты с деньгами. Еще один слуга народа, известный далеко за пределами Украины, народный депутат Юрий Корявченков, или же Юзик, некогда актер 95-го квартала, вероятно, покинул Украину, опасаясь, что с обысками придут и к нему, говорится в публикации. Юрию Корявченкову, известному также со времен участия в «Квартале 95», как Юзик, на данном этапе расследования вручать подозрения не собирались, что не исключает этого в будущем. Однако Корявченков не ожидал и, по информации наших источников, покинул страну. В то время как руководителя секретариата фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины 9-го созыва Тараса Мельничука допрашивают. Протест и обращение к Путину. Сотни россиян отправляют сигнал Кремлю. Недоволен Иркутск. Местные спасают леса на Байкале от вырубки. Люди вышли с плакатами «Подняли руки в Госдуме», «Пала тайга», «Байкал отдали под топор», «Нет сплошным рубкам на Байкале» и «В зале кнопки, на дереве пни». Как пишет телеграм-канал «Астра», к протесту присоединились некоторые российские политики, в частности лидер партии «Яблоко» Рыбаков и депутат Госдумы от КПРФ Левченко. Уважаемый господин президент, закон об охране озера Байкал существует уже 26 лет. Он не выполнялся и не выполняется все эти годы. Я обращаюсь к вам, потому что мы будем готовить новые поправки к этому закону об охране озера Байкал. Мы прекрасно понимаем, что правящая партия без вашего указания за них голосовать не будет. Напомню, в начале декабря этого года Госдума РФ приняла закон, который разрешает проводить сплошные рубки леса в зоне вокруг озера Байкал при определенных условиях. Речь, как заявляется, идет только о погибших лесных насаждениях. Путин уже подписал этот закон. Все рванули в Германию. В Берлине сообщают о первых тревожных сигналах внутри страны. Власти ФРГ обеспокоены увеличением потока беженцев из Украины, а именно притоком в страну молодых украинских мужчин. По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, с августа этого года в Германию въехали почти 19,5 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. На запрос Бильд ведомство уточнило, пик въездов пришелся на начало октября. В настоящее время немецкую границу еженедельно пересекают менее 1000 украинцев мужского пола. Министр по делам миграции земли Баден-Вюртемберг Марион Генгес рассказала изданию, что в октябре в Баден-Вюртемберге был зафиксирован самый высокий месячный приток с марта 2023 года. По ее словам, это первые тревожные сигналы для немецких городов и общин. Муниципалитеты рискуют не справиться с такой нагрузкой. В то же время представитель ведомства отмечает, первичные въезды указывают на миграционные процессы, но неравнозначны обращению за убежищем и не означают длительного пребывания в Германии. Это означает, что пока не ясно, останутся ли молодые мужчины в Германии и будут ли они включаться в систему социальной помощи. Населенные пункты и муниципалитеты уже сейчас испытывают серьезную нагрузку из-за расходов на размещение беженцев. Мозг мужчин стареет быстрее, чем у женщин. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством нейробиологов из университета Осло в Норвегии.
Исследователи проанализировали МРТ-снимки мозга почти 5000 мужчин и женщин от 17 до 95 лет. Каждый участник делал МРТ несколько раз с интервалом около 3 лет. Ученые отмечают, никто из людей не страдал болезнью Альцгеймера и не жаловался на когнитивные нарушения. Глядя на сканы МРТ, ученые сравнивали, как со временем менялись структуры мозга. Оказалось, с возрастом мужской мозг стареет быстрее женского. Почему же тогда женщины чаще мужчин сталкиваются с болезнью Альцгеймера? На этот вопрос ученые пока не ответили, но есть предположение. Большая часть мужчин просто не доживает до возраста, когда развивается эта болезнь. В целом у мужчин уменьшение объема наблюдалось в большем числе областей мозга и было выражено сильнее, чем у женщин. Например, постцентральная кора, отвечающая за обработку ощущений прикосновения, боли и температуры, а также за восприятие положения и движений тела, уменьшалась на 2% в год у мужчин и на 1,2% в год у женщин. Рождественское чудо в столице Перу. Так местные врачи назвали очень сложную операцию по разделению сиамских близнецов. Недоношенные близнецы, девочки Айлани и Алиф, родились в октябре этого года. Младенцы срослись в области позвоночника, рассказывают медики. Их срочно доставили в Национальный институт детского здоровья в Лиме. Там врачи более 2 месяцев обследовали девочек и в конце концов решили их оперировать. Разделение близнецов длилось более 3 часов. В операции задействовали 16 медиков. Все прошло успешно. Малышек уже выписали из реанимации. Состояние Айлани и Алиф стабильное. Сейчас они со своими родителями. Всем спасибо за просмотр, друзья. Хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.